Революция 1905-1907 годов в России стала временем значительных перемен, социальных волнений, оставив глубокий след в истории. Эти события были наполнены стремлением к свободе и справедливости, что особенно отразилось на судьбах многих народов империи, включая армян. В 1890-х годах Армения сталкивалась с серьезными проблемами, такими как экономическая дискриминация со стороны центрального правительства, слабая инфраструктура, отсутствие развитой промышленности и ограниченная экономическая автономия. В это время армянский национализм стал конфликтовать с политикой ассимиляции, проводимой царским правительством. Ситуация усугублялась поддерживаемым властями напряжением между армянами и мусульманским населением. Назначение в 1896 году Григория Голицына на пост кавказского наместника стало поворотным моментом. Его откровенная враждебность к армянскому национальному движению проявлялась в высказываниях. Доведу до того, что единственным армянином в Тифлисе будет чучело армянина в Тифлисском музее. Голицын продвигал интересы кавказских татар, снижая роль армян, увольняя их с государственных должностей и назначая на их места мусульман. Антиармянская политика достигла своего апогея в 1903 году, когда было конфисковано имущество армянской апостольской церкви и закрыты армянские школы. Это событие ярко запечатлено на картине «Непрочитанное письмо» Варгеса Суринянца, изображающей католикоса Мекертыча I Хремяна, который, прочитав письмо с царским указом, бросил его в гневе на пол. Он призвал священнослужителей не подчиняться царским указам. Под влиянием призыва католикоса армяне начали активно сопротивляться. В армянских районах Закавказья прошли массовые протесты и столкновения с полицией, в ходе которых многие армяне были арестованы. В ответ на репрессии армяне начали использовать тактику индивидуального террора. Так, 14 октября 1903 года генерал Голицын был серьезно ранен членами армянской социал-демократической партии Нгынчак. В мае 1905 года Драстамат Канаян убил вице-губернатора Михаила Накашидзе, бросив бомбу в его карету в центре Баку. 3 июля 1907 года Драстамат Канаян также убил Алиханова Аварского в Александрополе. Эти действия армян вдохновили русских революционеров и стали толчком к первой русской революции 1905-1907 годов. Тактика индивидуального террора стала популярной среди русских революционеров, которые в последующие годы убили множество царских чиновников, включая Петра Столыпина. Столкнувшись с мощным сопротивлением, царское правительство вынуждено было уступить. Указом от 1 августа 1905 года Николай II распорядился вернуть армянской апостольской церкви конфискованное имущество и разрешил вновь открыть армянские школы. Однако значительная часть награбленных сокровищ, отправленных в Москву и Санкт-Петербург, так и не была возвращена. В отместку за сопротивление армян царское правительство спровоцировало резню в Баку, в результате которой погибло от 3 до 10 тысяч армян. Это трагическое событие нашло отражение в сцене из советского фильма «Лично известен» 1957 года. Да-да-да, эти слухи имеют под собой почву. Армянским районам угрожает опасность. Что делать? Мы бессильны обуздать татар, исконных врагов армян. Сердце обливается кровью, когда мы вспоминаем Баку. Впрочем, погодите. Что вы скажете, если мы выдадим вашему купечеству некоторое количество винтовок, так сказать, для самозащиты? Я не знаю, как благодарить вас. День возмездия настал. Отлично. Мы выдадим вам бумагу на получение оружия. Сегодня ночью пришлите подводы в арсенал. Только без лишних свидетелей. Русский престол всегда благосклонно относился к своим верным сынам, армянам. Пустите мусульман. Здравствуйте, господа. Салам, джанабу полку. Да-да-да, я читал. Ваши опасения совершенно справедливы. Татарским районам угрожает опасность. Мы бессильны обуздать армян, исконных врагов татар. Погодите, мне пришла блестящая мысль. Что если мы дадим вам, вашему купечеству, некоторое количество винтовок? Так сказать, для самозащиты. Аллах отблагодарит вас, ваше превосходительство. Кудафис, джанабу полковник. До свидания. Я вижу, вы начинаете делать успехи, дорогой Гаврил Петрович. А я вижу, вам начинает нравиться восточная
кухня, дорогой Вадим. Эти драматические события оставили неизгладимый след в памяти армянского народа и стали общей частью борьбы за свободу и справедливость в Российской империи. Забегая наперед, в 1908 году начались политические репрессии против армянской интеллигенции, кульминацией которых стал арест поэтов Аванеса Туманяна и Аветика Исаакяна, содержавшихся в Метекской крепости в Тифлисе. Исаакян провел в заключении 6 месяцев, после чего был освобожден, но продолжающиеся преследования со стороны царской охранки вынудили его эмигрировать в 1911 году. Туманян был снова арестован в 1912 году по обвинению в причастности к деятельности партии Дашнак Тютюн, что вызвало широкий резонанс по всей России. Этот процесс привлек внимание лучших адвокатов из Москвы и Санкт-Петербурга, которые с готовностью взялись защищать обвиняемых. Среди них были такие известные юристы, как Александр Керенский, Николай Коробчевский, Василий Маклаков, Николай Муравьев, Оскар Крузенберг, Александр Зарудный, Николай Соколов, Павел Милюков, князь Леонид Андроников и Гавриил Скорягин. Финансирование защиты обеспечила партия Дашнак Тютюн. В ходе суда выяснилось серьезные расхождения между обвинениями и показаниями свидетелей. Из множества свидетелей, опрошенных на предварительном следствии, на суд явилось лишь около 100 человек, что затрудняло установление истины. Председатель суда, Кривцов, отказался перенести процесс на Кавказ, заявив, что преступление охватывает слишком широкий круг деяний, чтобы быть ограниченным одним регионом. На суде ярко выступил Александр Хатисов, будущий премьер-министр Первой Республики Армения, который представил Туманяна как выдающегося поэта и лирика. Впечатленный Кривцов потребовал предоставить ему сборник произведений Туманяна, чтобы самому убедиться в их содержании. Прочитав сочинения, он заключил, что в них нет ничего революционного или антиправительственного. Тем временем адвокаты обнаружили множество фальсификаций и подлогов, совершенных следователем Лыжиным, подделку подписей, разливание чернил на важные документы и даже подделку подписи старшего прокурора. Эти разоблачения вызвали скандал. Документы одного из обвиняемых непонятным образом исчезли из помещения, доступ к которому имели только судьи и жандармы. По этой причине Лыжин был отстранен от дела. Разочарованный в достоверности собранных Лыжиным материалов, Кривцов настойчиво спрашивал, кто брал показания у подозреваемых. 3 марта 1912 года адвокаты Зарудный, Керенский, Соколов и Скорягин подали официальную жалобу на Лыжина, обвиняя его в фальсификации и требуя привлечения к ответственности. Жалоба вызвала большой общественный резонанс. Газеты Москвы и Петербурга резко осудили действия следователя. Керенский, сыгравший ключевую роль в разоблачении фальсификаций, своей откровенностью и точностью убедили сенаторов, которые часто обращались к нему за разъяснениями. В ответ на общественное возмущение Кривцов передал поведение Лыжина на рассмотрение апелляционного суда. Было решено возбудить уголовное дело против Лыжина, однако он не был осужден, так как свидетели из Тифлиса не явились на заседание. Дело Лыжина затягивалось и в конечном итоге было закрыто. В начале марта завершившиеся допросы всех обвиняемых, и 7 марта прокурор Сергеев начал свою обвинительную речь, которая длилась 3 дня. В итоге 20 марта 1912 года приговор был вынесен. Из 146 обвиняемых 52 человека признаны виновными. Один получил 6 лет каторги с лишением прав, 3 – 4 года, один был отправлен в ссылку, и 2 заключены в крепость. Еще 45 человек были осуждены на более легкие сроки. В отношении других 94, в том числе горнозаводчика Александра Мелика-Азарьянца, поэта Аванеса Туманяна, Горегина Жде и других, была принята следующая формулировка. В преступных деяниях, в совершении коих подсудимые настоящим приговором признаны невиновными, они должны быть признаны по суду оправданными. Победу в этом деле адвокаты отметили ужином в престижном ресторане «Данон» в Санкт-Петербурге. Особое волнение испытывал адвокат Туманяна Оскар Грузенберг, так как освобождение его подопечного затягивалось из-за бюрократических процедур. Репортер Карл Карлович Була запечатлел этот момент на фотографии. Революция 1905-1907 годов оставила неизгладимый след в истории Российской империи. Она стала символом борьбы за свободу и справедливость. В контексте этой революции армянский фактор играл значительную роль, отражая сложные политические и социальные аспекты, связанные с армянским национальным движением.